Сегодня второе воскресенье мая. Это означает, что многие страны, включая и Украину, отмечают День Матери. И мы поздравляем наших сестер, которые пережили радость и тяготы материнства. Да, действительно, материнство приносит определенные тяготы. И вот почему, такие радостные тяготы. Вот почему это такой день в обществе решили отмечать, чтобы еще раз дети могли осознать, как много для них сделали их матери. Но когда мы говорим о матери-христианке, то кроме того, что она заботится о том, как накормить ребенка, как воспитать ребенка, она также проводит часть своих молитв, ходатайствуя, прося у Бога милости, защиты, благословения для своих детей, для своего ребенка. Сегодня евангельская история именно о матери, которая выпросила милость для своей дочери у Иисуса Христа. Эта история записана в Евангелии Матфея, глава 15. Я читаю с стиха 21. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Дальше описан такой довольно-таки редкий случай, когда Иисус Христос покидает территорию Израиля на короткое время и направляется в сторону вот этих двух крупных языческих городов. Причина, почему Иисус так поступает, до этого было описано, как такие религиозные вожди пришли и допрашивали Христа, и показали свое к нему такое негативное отношение. Вот Христос, Иисус Христос, который пришел на землю для того, чтобы стать царем до Израиля, который принесет им благословение, он видит, что его подданные его отторгают, не принимают. И он оставляет свою территорию, на которую он пришел служить, и туда удаляется. Марк, когда описывает эту историю, дает такую фразу, что он, Христос, не хотел, чтобы кто узнал его там, но не мог утаиться. То есть он также покидает территорию Израиля, чтобы где-то иметь какую-то передышку из-за физической усталости, которая была для учеников, из-за того морального напряжения, чтобы на некоторое время уединиться. Но у него не получилось уединиться. Почему? Потому что далее описано, как одна женщина его там узнала, разглядела и обратилась к нему за помощью. Вот история этой женщины. Стиха 22. И вот женщина хананиянка, язычница, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он, то есть Иисус, не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». А он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Вот так Иисус, еще раз, покинул территорию, и, скорее всего, там его не должны были бы узнать. Это еврей, для многих из них незнакомый, но как говорится, у беды глаза зоркие. И у этой женщине была беда. Такая беда, что делала ее жизнь очень тяжелой. Ее дочка, как она описывает, жестоко беснуется. Какой-то злой дух, бес, демон вошел в тело этой ее дочери, и ее дочь вела себя не то что неадекватно, а как будто потеряла рассудок, делала какие-то очень глупые, жестокие вещи, которые разрушали ее жизнь, возможно, ранили ее тело.
И она ничем не может ей помочь, никто ей не может помочь. Но эта женщина как-то где-то узнала, что там вот в Израиле рядышком есть особый человек, который делает большие чудеса, помогает и таким. И вот как-то еще раз, она, скорее всего, она впервые видела Иисуса Христа, но как-то она догадалась, что это и есть тот, о ком она слышала. И она обращается к нему, и как она его называет? Господи, сын Давидов. Сын Давидов – это особый такой вот титул, которому означал, что вот я верю, что ты есть будущий посланный от Бога царь для Израиля. Потому что Бог дал евреям такое вот обещание, которое было записано для них в их писаниях в Библии. У них был очень славный и великий царь Давид, который жил до этих событий за 1000 лет до этого. И Бог дал обещание этому Давиду, что от него будет еще более славный потомок, чем он. И его этот потомок воцарится и принесет еще большее благословение для царства израильского. И вот она догадалась или узнала, что это есть тот, кто будет этим великим царем для Израиля. Его подданные, еще раз, к которым он пришел, упорно многие из них не хотели это признать. А здесь, как бы, покинув территорию Израиля, его узнают. Но какой был ответ Христа? Вот она идет, сказано, что кричит, возможно, как бы она догоняет их большое расстояние, она кричит, чтобы ее услышали, но стих 23, но он не отвечал ей ни слова. Вот крик или вопли, а он ни слова. Причем, что она просит? Господи, помоги. 22. Кричала ему, помилуй меня, Господи. Собственно, у нее как будто бы все нормально, она здорова, но говорит, проблема моей дочери, но помилуй меня, Господи. Вот как будто бы болезнь дочери, она переносит на себя, это моя болезнь, это моя беда. Но вообще для матери всегда как будто более чуткие к проблемам своих детей, чем даже отцы. Ну, отцы тоже переживают, но как будто матери еще иногда даже чрезмерно переживают. И в этом есть где-то какой-то подтекст, почему так происходит. Потому что матери ребенок всегда как будто бы где-то дороже, значит, чем для других родственников. Потому что, во-первых, она этого ребеночка выносила. Возможно, были тоже нелегко для нее. А она его родила через трудность, она его вскармливала, она, возможно, проводила с ним больше времени, воспитывая. Как бы это ее кровинушка. Это ее беда. Она кричит, но Христос ни слова в ответ. И вот тогда это продолжается какое-то время, тогда ученики, апостолы, как бы за нее заступаются или за нее ходатайствуют. Но, скорее всего, это ходатайство не потому, что они сильно на ней жалуются или ней сострадают. Скорее всего, это было вот как они ходатайствуют, стих 23. «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Они идут, они хотели уединиться, тут какая-то женщина, крик, вопль, нет никакого спокойствия, она мешает нам. Господи, дай ей, что она просит, пусть за нами не кричит. Все люди смотрят по сторонам, как будто мы какие-то ненормальные. Отпусти ее, Господи. Тогда, когда Христос, это тоже уникальная история, обычно всегда было наоборот. Всегда Христос первым проявлял сострадание, даже тогда, когда о нем не просили. А вот здесь беда такая, женщина надрывается, вопиет, а он ни слова. Но на эту просьбу учеников Иисус дает ответ и объясняет, почему он
вот так впервые, кажется, до этого такого не было, так впервые как будто бы равнодушен на ее просьбу. Стиха 26, мы читали стих 24. «Я послан только погибающим овцам дома Израилева». Овцы дома Израилева, это такой образный язык. Иисус говорит не об овцах, не об животных, а о людях. Вот у евреев было такое вот основанное на Библии понимание, что царь, которого Бог им дает, это как пастух, который будет опекаться своим народом, своими овцами. И Христос признает, что его Отец Небесный прослыл, чтобы он стал этим добрым пастухом для тех овец еврейских, которые почему-то из-за нерадения духовных наставников, которые были до Христа, эти овцы были погибающими или были в нужде. За ними эти ихние и священники, и наставники, и политики не смотрели. Он пришел им послужить. Это было Божье предназначение. И только тогда, когда его, свои, в конце концов, отвергнут, приведут на распятие, только тогда Христос, уже воскресший через учеников, пойдет служить и другим народам, и язычникам. Но до этого, такая была воля Отца. Знаете, иногда нас чем-то ограничивают. Например, вот скажу за себя, бывает какие-то, кто-то дает какие-то средства на какой-то проект. Потратьте это для такой цели. И если мне так сказали, я не могу по-другому. То есть это как бы не моя функция, я могу только использовать их только по назначению. Вот таком говорит Христос: меня Отец послал сюда для овец израильских, и я пришел им служить. Поэтому как бы это не моя задача сейчас помогать им. Стих 27, 25. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. А она, подойдя, может быть, когда Иисус вот за это время, когда ученик ходатайствовал об этой женщине, он им отвечал, возможно, в их ходьбе прошла какая-то пауза, они где-то приостановились или замедлили ход, так что женщина смогла их догнать и стала ближе к нему, и буквально вот падает перед ним, кланяется перед ним, на колени, и говорит: «Господи, помоги мне». Вообще беда, она, хотя нам неприятно беду переживать, но беды имеют и свои благословения. Вот эта беда заставила или побудила ее искать помощи у Бога и в конце концов получить. Наши испытания иногда нам помогают стать на колени перед Богом. Так было в ее жизни. «Помоги мне, Господи». И вот Иисус снова уже ей лично говорит. Скорее всего, то, что Иисус говорил ученикам, она не слышала. Было расстояние. Может быть, она так догадалась, что о ней говорят. И догадалась, что, наверное, Иисус проигнорирует ее. Она вот лично перед ним падает и говорит: «Господи, помоги мне». И вот уже Иисус ей отвечает, ей уже лично. И говорит: как ты считаешь, будет правильно, если отец бы забрал хлеб у детей и кинул каким-то собакам? Будет правильно? Наверное, неправильно. Причем тоже Марк эту фразу Христа о собаках говорит так: вот, «дай прежде насытиться детям, а вот только потом могут получить и собаки». Дай прежде. Это как
история избытая, да, если где-то семья поела, остались какие-то недоедки, что-то неиспользованное или испорченное, тогда можно выкидают, и выкидают, возможно, и собак. Позволь, пусть я послужу евреям, а потом и вам достанется. Но, знаете, когда Иисус Христос говорит это слово «собаки» или «псы», вообще это так обычно евреи говорили о язычниках. Так, к сожалению, обычно евреи говорили о язычниках. Из-за того, что вот они поклоняются идолам, из-за того, что они часто вели моральный образ жизни, так как бы свысока, что вот как будто бы какие-то нечистые животные. Но когда Иисус использует это слово, кстати, в украинском переводе точнее переводится, Иисус говорит не собакам, не псам, а щенятам. Щенятам, то есть маленькие щенки. И вот почему она как бы вот так вот проявляет такое вот и смирение, и догадливость. Говорит: Господи, да, ты назвал, или ты меня сравнил, как будто бы дети и щенки. Ты знаешь, что бывает, Христос? Бывает так, что и так зачастую было и даже в еврейских домах. Если где-то у кого-то был пес, то ясно, что пес в хате не жил. Это сейчас могут жить и псы, и коты в домах, а то это были на улице. Но если были какие-то маленькие щеночки, то вполне возможно допускались, и дети могли завести их дома, они могли дома быть. И когда дети кушали за столом, то, может быть, что-то у ребенка упало на пол, и там этот щенок бегает, и он скушает то, что упало. Господи, ну ты знаешь, что даже и щенятам дается тогда, когда кушают дети. Не потом, а в то время, когда кушают дети, что-то падает, эти щенята там подбирают. Господи, это тот же случай. Ты оставил Израиль, ты сейчас на нашей земле, на короткое время, эта кроха упала, ты вот здесь. Почему бы мне этой крохой не напитаться? И за ее смирение, за ее веру и за ее смирение Иисус отвечает благословением. Вообще, Бог не раз, вот эта фраза в Библии повторяется: Бог смиренным дает благодать. С одной стороны, она проявляет еще раз, она соглашается с такой вот, мне кажется, такой жесткой характеристикой, жестким сравнением, но продолжает в своей вере у него просить. Вот она до этого шла, кричала, так что ученикам надоело. Теперь она падает перед ним на колени и умоляет его, и говорит: Господи, да, дай, ответь мне. И ее вера, которая проявляется такой вот настойчивостью, дает ей желанное. Иисус ей прямо лично отвечает, что вот по твоей вере сейчас я вот на том расстоянии, не знаю, где там твоя дочь, может быть, она была закрыта в доме, может быть, еще где-то, я исцеляю. Она исцелилась. Она исцелилась. На этом история прерывается, однозначно, что можем как бы эту картину дорисовать, однозначно, что вскоре на радостях эта мама бежит домой и видит свою дочку уже нормальной, в уме. Наверное, у нее слезы на глазах, наверное, она ее обнимает, наверное, она ей рассказывает. А знаешь, что случилось? Говорит: дочка моя, вот Бог послал такого человека к нам. Я у него выпросила, он тебя исцелил. Наверное, они вместе радуются и благодарят Бога за то, что случилось. Это прекрасная история, которая мотивирует всех нас просить у Христа милость в своих молитвах. А прежде всего, это вот яркий пример, как мама, как матери могут и должны молиться о своих детях. Особенно тогда, когда мы чувствуем, что дети нуждаются в Божьей помощи. Или мы знаем, что они нуждаются в Божьей помощи. Это может быть какие-то угрозы жизни или какие-то проблемы со здоровьем, а это может быть какие-то духовные проблемы, грехи какие-то одолели. Но что бы ни было, Бог, Христос всесильный. И Он ждет наших молитв, и Он готов на них отвечать. Пусть и наша жизнь, и наша вера в Иисуса Христа будет такой, что мы проявимся ее в том, что мы встаем на колени перед Богом.
ходатайствуем у Него, и Его милости бы нас благословляли. Давайте сейчас склонимся, чтобы помолиться Ему. Аминь.